Вот вы долгое время играете, гриндите, выбиваете рарные предметы путем долгих и мучительных прохождений, зарабатываете деньги, тратите их на улучшение своего персонажа и, возможно, техники. Точите скилл часами напролет и заучиваете поведение техники и местности. В общем, тратите десятки и даже сотни часов, чтобы подняться на поверхность к сотням тех, кто не считает себя раком, нубом или какими-то другими словечками, обозначающими качество вашей игры. И вдруг вы сталкиваетесь с тем, что вас через полкарты убивают. За вами следят и знают, где вы находитесь. Появляются у вас за спиной, выносят с одной пулей или на простой технике уничтожают даже самых тяжелых противников. И сразу вы понимаете: читер. Слово, которое у одних вызывает приступы мгновенного отвращения, а у других просто улыбку и ничего более. Сегодня мы поговорим о читах, читерах и тех, кто столкнулся с подобным в неравном бою и продолжает сражаться, добиваясь справедливости у разработчиков Star Citizen. Не секрет, что хаки были во все времена Star Citizen, но были достаточно локальными, так как проект не привлекал большого внимания игроков. Однако с продолжающейся разработкой и внедрением нового контента люди стали активнее обращать внимание на продукт и в особенности те, кто любит, так сказать, вызвать приступ бешенства у оппонента. И такая практика существовала достаточно давно, но не выходила за некие красные линии, рамки, которые ставили сами разработчики и сообщество. Все-таки проект находится в состоянии альфа, а значит, есть свои причины того, как и какими методами бороться с читерами. И с последними обновлениями Cloud Imperium решили выкатить противоядие против мамкиных читаков, введя инструмент Easy Anti-Cheat, который, по идее, должен был бороться со злом, однако им он так и не стал. Почему? Поговорим сегодня с тем, кто на своей шкуре столкнулся с жуликами, влез в их осиное гнездо и активно пытается противодействовать. Привет! Здравствуй. Сразу задам вопрос. Сколько этих самых читеров, по твоим оценкам, сейчас находится в Star Citizen? Я лишь состою в одной группе, и не исключено, что подобных может быть десятки. Но если говорить о моей, это 118 человек. Мы знаем, что после введения античита некоторые игроки столкнулись с рядом проблем, в том числе, когда необходимо было менять имя учетной записи или еще как-то танцевать с бубном, чтобы запустить игру. А вот после введения сколько читаков отвалилось с проекта? Скорее впали в спячку. Сначала были сообщения вида: свои разработки в открытом виде мы тут выкладывать не будем, типа дальше за деньги. Затем начали задавать вопросы среди своих: кто может ломануть античит. Умельцев не нашли, поэтому пошли бомбить хорошо известные хакерские сообщества. Оттуда завалился один чел с громкими словами, что к вечеру уже все сломаем. Местные в ожидании чуда повытаскивали языки. А уже через пару часов заявил, что не работает со снобами. Далее начали искать кого-то за деньги, кто ломанет античит. Ну и под самый Новый год таки прилетело сообщение о том, что удалось обойти довольно идиотским способом, который я озвучивать не буду. Но знающие люди посмеялись и застыдили Easy Anti-Cheat за подобный косяк. Чуть позже они обновили офсеты на свои уже имеющиеся читы и выложили в доступ. А затем сообщения стали прилетать, мол, продаю свой супер-пупер чит за 200 евро за 3 недели. А каким инструментом пользуются эти люди? В основном я знаю, что это старый добрый Cheat Engine и его таблицы. Любой хак стоит каких-то денег. Расскажи, какие цены на читы в Star Citizen. Ну, смотри, до введения античита, по моим данным, это все было бесплатно. Не буду утверждать, что прям все, но большинство. А вот когда ввели античит, уже пошли сообщения о платных супер-пупер-мега сборках. Но есть и те, кто все же раздает их бесплатно. А где их распространяют? Внутри самого сообщества. Другие ресурсы я не ковырял. Может, где-то еще распространяют за деньги, но не пытался найти. Хорошо, а что вообще содержит в себе хак? Какие особенности? Ну, здесь практически стандартно все. Бесконечные патроны, увеличенная скорость стрельбы, увеличение мощности трастеров на кораблях, телепортирование, например, чтобы быстро сгребать товар с аутпостов. Убирает также рассеивание, может добавить скорости передвижения персонажу, проход сквозь стены, ну и не только. А вообще, для чего они все это делают? Проект как не как в Альфе. Какой смысл?
Вот именно что в альфе, поэтому некоторые занимаются этим ради фана. Это касается кодеров, у которых любой взлом — это по сути хобби. В большинстве случаев это просто спортивный интерес и не более. А вот кодеры, которые давно в этом бизнесе, тупо зарабатывают деньги немалые. Насчет Star Citizen сложно сказать, но знаю, что некоторые из них уже продают игровую валюту на eBay. Ссылку я тебе кину. Да-да, вот сейчас показываю, и не только это, но и другие материалы, которыми ты поделился. Ага, в объявлении по типу «Поддержи читера, купи игровую валюту». Ну а в самом сообществе в большинстве своем это обычные нахлебники, мамкины нагибаторы, которые только и ждут, что им кинут бесплатный чит, чтобы они могли показать, у кого самый большой писюн во вселенной. В тех же самых материалах, которые я тебе дал, есть и приколы, где игроки якобы вовсю играют в Пайро. Кстати, там же я тебе скинул список товарищей, которые пользуются этими самыми читами, а также те, кто в той или иной степени под подозрением состоят в сообществах или довольно странно себя ведут во время боя. А такой вопрос. Разработчики сами знают о том, что у них в проекте завелись читеры, которые могут повлиять на появление новых и старых игроков? Да, конечно, знают, и давно знали. Им отправляли списки и подтверждения, однако никакого ответа нет. Вот тут я хочу добавить, что Эвокате также занимаются подобным мониторингом и ведут напрямую переговоры с тем же Байером. Так что ЦИГи в курсе, эту информацию я подтверждаю. Кстати, по соглашению пользовательскому макросы тоже под запретом, но для стримеров это не помеха. Вот тут поставь видео. Смотри то, как во время стрельбы тут же переключаются треугольники силового накопителя. Как только перестает стрелять, то автоматом треугольник переключается на оружие. А ЦИК вообще после введения античита давали свою реакцию? Такой информации у меня нет. Ну и напоследок, подскажи, я так думаю, ты где-то рядом в области IT работаешь. Изи античит насколько эффективен как инструмент? Один из простейших для обхода античита из существующих. Когда еще объявили о его введении в игру, сообщество довольно гыкнуло, и по этому поводу знаю, что он ни от чего не защитит. Но некоторые неудобства определенно создает. Например, только вот вчера человеку пришлось создавать учетную запись на английском, потому что в игру не пускало. Вот такой получился диалог. Можно ли считать это официальным обращением к разработчикам? Сложно сказать. Если у кого-то есть желание, то можно распространить эту информацию в спектруме. Во всяком случае, для вас, скорее всего, это ознакомительная информация, чтобы вы видели состояние дел. На этом у меня все. Если видео было полезным, подпишись на канал и поставь ему лайк. Пиши, что ты думаешь по поводу читов в играх. Пользовался ли сам когда-нибудь? Услышимся совсем скоро.